Декор яйца в винтажном стиле. Подставка из подручных материалов. Пенопластовую заготовку покрывают тонким слоем негустой шпаклевки. Когда высохнет, шлифую наждачкой. Еще один слой шпаклевки и шлифовка. Затем покрываю малярной акриловой краской, она заменит грунт. В акриловую краску сливочного цвета добавила перламутровый металлик. Окрашиваю кружево вбивающими движениями. Оно должно полностью прокраситься с двух сторон. Срезаю нижнюю кромку. Теперь кружево легко растягивается, и оно ляжет на округлую форму. Клей момент кристалл тщательно распределить по всему кружеву. Кружево защищаем акриловым лаком. Темно-коричневую краску разбавила водой. Краска должна проникнуть во все впадины. И сразу стираю краску сухой тканью, скользящими движениями. Послойное окрашивание придаст винтажности. Полупрозрачный слой жемчужного металлика. Методом сухой кисти выделяю фактуру на кружеве сливочным цветом. Низ яйца темно-коричневая, сильно разведена водой. Удалить частично промакивающими движениями. У меня различные шапочки для бусин от старой бижутерии. Остальные шапочки и бусину нанизываю на булавку. Покрываю акриловым лаком. Когда лак высохнет, добавляю немного воскового хайлайтера, только на фактуры. Для подставки берем крышечки и бусины разного размера. Заполняю гофрокартоном. Вклеиваю шпажку. Присоску от крючка можно заменить небольшой крышечкой. Кольцо от брелка. Грунтую акриловой краской темно-коричневого цвета. Отрезанная от кружева кромка. Окрашиваю сливочным цветом.
Когда высохнет, темно-коричневым, разведенным водой. И тут же стираю сухой салфеткой промакивающими движениями. После полного высыхания только на рельефы добавляю полупрозрачный перламутровый слой. Покрываю акриловым лаком. Здесь тоже чуть воска. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, не забудьте поставить лайк и написать несколько слов. Это нужно для продвижения канала. Спасибо. Увидимся.